Всем доброго времени суток. Это канал LoveFootball, и сегодня мы поговорим о выступлениях наших клубов в первом раунде Лиги Чемпионов и Лиги Конференции. Будет обзор всех матчей и оценим шансы наших команд во втором раунде Лиги Конференции. Но перед тем, как начать обзор, хочу от всей души поблагодарить всех тех, кто поставил лайк и написал комментарий под предыдущим видео о первых матчах наших команд. Видео в итоге посмотрело около 6000 человек, что для нашего клубного футбола неплохо. Надеюсь, и этот ролик поддержите обязательными лайками и комментариями. Поверьте, это способствует большему количеству показов в ленте YouTube. Итак, начнем с Пюника, который после гостевой нулевой ничьи принимал в Ереване Динамо Минск. Армянские болельщики вполне резонно ожидали от нашего чемпиона победы и выхода в следующий этап. Ведь чемпионат Беларуси сейчас уже не тот, что был 10 лет назад, а Пюник приучил нас в последние годы к своим успешным выступлениям и с более сильными командами. Напомню, что у нашей команды есть сложности в линии нападения. Лука Юричич и Серж Дебле до сих пор в лазарете, из-за чего Юсуф Отубанджо без альтернативный вариант в атаке. Уже в дебюте матча он имел шанс выйти 1 на 1 с вратарем, однако замешкался и даже не сумел толком попасть по мячу. Меньше чем через 10 минут после этого у него был еще один неплохой шанс забить гол, но на этот раз он попал в защитника минчан. Ближе к концу тайма Динамо наконец включилась в игру. Дмитрий Подстрелов с убойной позиции не сумел головой как следует попасть по мячу. Пюник ответил на это своей атакой, в очередной раз выведя на ударную позицию Отубанджо, но нигериец в этот день был навык с мячом и только транжирил моменты. Чемпион Армении отчаянно пытался забить гол в раздевалку, и шанс для этого был. Разыгранный угловой между Качуком и Алимо привел к опасному прострелу, но капитан команды Вакуленко не сумел переправить его в ворота. Вторым темпом атака привела к отличному навесу, на все того же Отубанджо. Но Юсуф сделал все, чтобы гол не случился. Он просто грудью скинул мяч вратарю Динамо. Но и это было не все. Бразилец Джеймс перехватил мяч, после чего португалец Марти Майя красивым проходом потащил мяч вперед и сделал классную передачу на Давидяна. Последний вернул его под удар португальцу. Майя бил довольно зряче и опасно, но белорусов спас вратарь Лопоухов. На добивании в почти пустые ворота бил Отубанджо. Но вы уже, наверное, поняли, что он опять не смог толком попасть по мячу. Напоминало это детские площадки, где пьяный дядька пытается погонять мяч вместе с молодыми. Но получается это у него довольно коряво и даже комично. Пока весь стадион думал, как купить билет в Нигерию для Отубанджо, Минск выдал ответную атаку. Великолепно бил метров с 20 Подстрелов, но Генри Авакян спас в этом моменте свой клуб. Егише Меликян видел все то же, что и мы. Поэтому на второй тайм Пюник вышел без Отубанджо. Вместо него вышел 31-летний бразилец Агдон, который до этого выступал в Алашкерте. Начало второго тайма ознаменовалось опаснейшей атакой белорусов. Реальный шанс забить был у Игоря Школика, но он ударил слишком слабо. Был еще неплохой удар головой у Мельниченко, но мимо. На 61-й минуте удача совсем отвернулась от Пюника. Бразилец Лукас дальним ударом попал в штангу. Попади мяч чуть левее и был бы гол. К сожалению, вышедший на замену Агдон, в отличие от Отубанджо, даже на добивание не успевал. Когда уже казалось, что матч неминуемо близится к дополнительному времени, ничем не примечательная атака Динамо привела к пенальти. Кочук вместо мяча попал по ноге Стивена Альфреда, кстати, бывшего футболиста Пюника. Армянские болельщики, конечно, могут сказать, что израильский арбитр засудил нас, но, на мой взгляд, фол Кочука тянул на пенальти. Подошедший к мячу Алексей Гаврилович вколотил мяч в левую девятку, без шансов для Авакяна. В оставшиеся минуты Пюник попытался устроить что-то наподобие навала, и он даже получился. Особенно опасным был момент у защитника Хуана Браво. Но счет так и не изменился, 0-1, и Динамо Минск выходит в следующий этап. А Пюник продолжит свои выступления в Лиге Конференции, где ему предстоит сразиться с чемпионом Северной Македонии командой Струга, которая тоже вылетела из Лиги Чемпионов, уступив братиславскому Словану.
Тем не менее, я не думаю, что клуб из Северной Македонии так уж слабее того же Динамо Минска, поэтому однозначно нашему чемпиону придется тяжело, но шансы победить есть. Для этого всего лишь надо развивать клуб, а не заниматься войнушками с Федерацией футбола, делая из себя мученика. Президент клуба Артур Согомонян при каждом удобном случае говорит о том, как много Пюник делает для детского футбола, сколько школ открыто по всей Армении и как замечательно обстоят дела в собственной академии. При этом против «Динамо» выходят 9 иностранцев и только 2 армянина – Генри Авакян и Давид Давидян, причем последний является продуктом российского футбола. Но давайте будем говорить о приятном. Урарту дома принимал Калиев и Сталина. И как и в гостевом матче, где была одержана победа 2-1, Дмитрий Гунько снова выпустил в старте 8 армян. Среди них 17-летний вратарь Хайк Газарян. Эстонцы попытались в самом начале матча забить быстрый гол, но их тактика не сработала. Стоит признать, что по классу они уступают заметно нашим футболистам. Уже на 8-й минуте новичок Урарту, украинец Артем Полярус, прострелил на Эдгара Мовсисяна, но автор дубля в Таллине на этот раз не успел замкнуть опасный прострел. Через несколько минут защитник ереванцев потрясающей передачей нашел Мовсисяна. Тот в одно касание пасовал на полузащитника Микаэла Мирзояна, и 23-летний воспитанник клубной академии без проблем реализовал свой шанс. Что особенно приятно, даже после такого комфортного счета наша команда не стала перекатывать мяч, предпочитая приятный глазу комбинационный футбол. Особенно отличился в этом Харитон Айвазян. В одной из атак он классно укротил сложный пас и вывел на удар Поляруса. Но тот, в отличие от своего товарища, не смог как следует обработать мяч и ударить по нему. На исходе первых 20 минут эстонцы создали реальный голевой шанс, но выше всяких похвал показал себя юный Хайк Газарян. На 34-й минуте все тот же Харитон Айвазян классно грудью скинул мяч на Мовсисяна, но его опасный дальний удар отбил вратарь Оскари Форсман. Во втором тайме вместо Поляруса вышел другой новичок Урарту Иван Игнатьев, известный по выступлениям за Краснодар. Практически в первой же своей атаке он выдал голевой пас на Мирзояна, который стал автором дубля. Здесь стоит отдельно отметить капитана команды Желяля Маркаряна, который в сложной ситуации сумел отдать пас на Игнатьева. Не прекращал своих попыток забить Эдгар Мовсисян. На самом деле его игра в обоих матчах с эстонцами оставила очень приятное впечатление. Матч так и закончился со счетом 2-0 и общий счет 4-1 в нашу пользу. Понятно, что Калиев даже по армянским меркам слабая команда, но то, как Урарту их победил с 8 армянскими футболистами в старте, это вызывает уважение и приятное послевкусие от победы. Следующий матч наша команда проведет с чешским Баником из Острава, и в этой дуэли явным фаворитом выглядит чешский клуб. Но даже в случае поражения, если Дмитрий Гунько и с чехами выпустит на поле молодых армянских футболистов, я буду болеть и переживать в чемпионате Армении именно за Урарту, потому что именно они готовят реальные кадры для сборной Армении, а не действующий чемпион Пюник или кто-либо еще. Порадовал также армянских болельщиков и Ноа, который, несмотря на то, что является еще не сыгранным коллективом, но показывает очень симпатичный футбол. Очевидно, что это заслуга наставника команды Руи Мота, который органично вписывает футболистов из сборной Армении с качественными для армянской лиги легионерами. К сожалению, гостевой матч Ноа в записи я не нашел, поэтому коротко о голевых моментах этого матча. В дебюте встречи с четко выверенной передачей Манвеляна очередной свой гол забил защитник Александр Милькович. В начале второго тайма македонцы забили гол усилиями албанского защитника Клисмана Цаки. В попытке спасти матч футболисты Шкенди побежали вперед всей командой, за что были наказаны. В добавленное время гол забил Вирджил Пенсон. 2-1, Ноа наглядно показал Пюнику, как надо играть с македонским клубом. Надеемся, что наш чемпион тоже повторит такой результат. Стоит отметить, что Ноа обладает большими по меркам Армении финансами и в состоянии переманивать к себе ведущих футболистов из других армянских клубов, как это было с Даршьяном и Чанчаревичем. Помимо этого подписываются легионеры, которые имеют большой, а главное успешный опыт выступлений в высших лигах Португалии, Румынии, Словакии и других лиг,
за счет чего игра команды даже на фоне отсутствия пока еще сыгранности смотрится весьма солидно. Отдельно стоит отметить, что клуб недавно подписал бразильского вратаря армянского происхождения Артура Канегляна из молодежной команды Гремио. Талантливый вратарь давно на карандаше у Армянской федерации футбола. С ним лично беседовал Маркос Пиццелли, чтобы убедить согласиться выступать за сборную Армении. Но то, что не получилось у Маркуса, получилось у Нуа. Клуб, вероятно, за хорошую зарплату переманил к себе 20-летнего Канегляна. С учетом того, что Чанчаревичу уже 34 года, Артур при успешном развитии карьеры может стать вратарем номер 1 для нашей национальной команды на долгие годы. Но вернемся к еврокубковой кампании Нуа. Клуб в следующем раунде встретится с мальтийским Слима Wanderers. Конечно, нельзя недооценивать эту команду. Но по логике Нуа с каждым матчем должен только прибавлять. А значит, в обоих матчах с мальтийцами можно и нужно одержать уверенную победу. На данный момент в 6 матчах у нас 4 победы, 1 ничья и 1 поражение. Мы заработали 1,125 очков в рейтинге УЕФА и занимаем 39 место. Думаю, уже в этом сезоне вполне реально подняться до 35 места. А если займем 33, то это вообще будет супер успешный сезон. Остается ждать, верить и поддерживать наши клубы. А я буду делать обзоры об их выступлениях. Если не хотите пропускать новые видео, обязательно подпишитесь на мой канал. И не забывайте, что от ваших лайков и комментариев зависит популярность моих видео и моя мотивация дальше их создавать. Всем большое спасибо и до встречи.